Всем привет, с вами канал Baltic Sails. Я сделал чекаут, и мы покидаем сегодня Марину, плывем дальше. Сегодня хотели стать на якорь. Такой путь, разбитый на якорную стоянку, и потом тогда в следующий день идем в Марину. Сейчас по ночам холодно, поэтому батареи нужно, чтобы работали, или электричество тут особо неоткуда брать. Солнце не такое, как летом. И у нас динги закрывают половину панелей. Но суть не в этом. Чекаут сделал, и прикол в том, что здесь изначально говорили, что 4 дня, если стоите, то получается дешевле. 4 ночи. Вы когда приплываете, сразу же платите 32 евро, а потом, если стоите больше, то тогда получается уже по 27 евро дальше платите за день. Оказывается, что этот первый день, который вы стоите и платите 32 евро, он не входит в эту скидку. Следующие 3 дня после этого первого они платятся отдельно, и получается мы отстояли не 4, а 3 дня, поэтому заплатили не 27 евро, как должно было быть, если бы 4 дня стояли, а 31 евро за каждый следующий день. То есть, 1 евро скидка получилась по сравнению с первым днем. Все, мы вышли с Марины. И направляемся на восток. Уже достаточно далеко отошли от города. Погода сегодня хорошая, волнение приятное. Волна есть в нос, но она такая мягкая. Сейчас идем с гротом и мотором. 7 часов пути до якорной стоянки. Название потом подпишу просто. Не знаю, как оно произносится, потому что мы завтра отсюда уйдем. Пока таки будем идти с гротом и мотором. На середине пути где-то закончится у нас ветер, поэтому я сейчас максимально пытаюсь помочь парусами. Угол 14 градусов ветра, и дует он где-то 10-12 узлов на данный момент. Надеюсь, что переход будет просто спокойный, потому что нам надо там переночевать. И потом уже еще завтра 7-часовой переход в Марину. Там уже мы постоим, наверное, дня 4 точно. Будет шторм, и мы хотели бы от него спрятаться. А может быть, мы успеем потом с той Марины дойти до Альмерии. И там вообще этот шторм, не заденет никак. То есть можно будет стоять, и погода будет спокойная. Но только на маленьком участочке. Сейчас ветер дует нам по правому борту 30 градусов. И apparent wind где-то 10-12 узлов. Временами нам получается идти 7 узлов. Так что, возможно, мы прям под закат придем. Но не успеем, ничего страшного. На якорь мы, в принципе, в темное время суток кинем там, может, где-нибудь. Осталось 4 часа, мы плывем к той горе. Там и будем стоять на якоре. Погода должна быть вроде неплохая всю дорогу. Но завтра будет, по-моему, вообще безветренно. Но там уж как-нибудь дотянем до... Вроде бы город Адра называется. Там есть 2 марины. Одна, кстати, с боковым понтоном, а другая в средиземноморском стиле. Посмотрим, где там будет место, там и швартанемся. Там сейчас, целое дерево плавало в воде. Это насколько важно все-таки наблюдать
заводной поверхностью, потому что мы бы столкнулись бы с этим деревом. Но вот пришлось отрулить и изменить курс и оплыть это дерево. Но оно вот там дрейфует дальше. Осталось где-то 2,5 часа. Вот уже берег там виднеется. Волны увеличиваются, хотя непонятно. Они должны были бы быть меньше со второго половины пути. Но сейчас рядом с Балеарскими островами шторм сильный, и волны идут оттуда. И получается, что свел какой-то доходит до сюда, где мы. Ну, вот так вот прогноз показывает, там вообще 20-сантиметровая волна, в реальности местами полметра, метр, при том, что 3 секунды неприятно. А я сейчас прижимаюсь к берегу, там вот было не очень хорошо. Теперь я все прижимаюсь к берегу, чтобы закрыться от свела, от Балеарских островов, который идет. И должно, наверное, стать, как было указано в прогнозе. Кстати, это дерево было пальмой. И, возможно, эта пальма была с Балеарских островов. Потому что они там. А волны прямо от тех островов сейчас идут сюда. Там они, естественно, большие, здесь они подуспокаиваются. Ну вот я прижимаюсь к берегу, и здесь становится покомфортнее. Сейчас скоро совсем должно стать комфортно. Потому что берег закрывает, вот видите, там такой хоп и такой мыс. И он закрывает как раз волны. Ну вот мы закрылись от волн из Средиземного моря. И сейчас остались только ветровые волны. Поэтому вот сейчас уже кайфово плывем. Спокойненько. Но ветер тоже пропадает. Мы уже не 7 узлов идем. Местами мы шли 7, 7,2. А сейчас уже идем где-то 6,5. И скоро парус совсем все потеряет. И мы будем идти где-то 6 узлов, наверное, на моторе. Солнце уже довольно-таки низко. Остался час где-то до заката. И нам в пути еще где-то 1,5 часа нужно плыть. Здесь у нас такие горы, ландшафт красивый, вон с шапочками из облаков. Красота. Ну а якорная стоянка там, прямо по курсу. Скоро встанем на якорь, будем кушать и отдыхать. С солнышком мы не успеваем встать на якорь. Вот оно заходит. Как вы видите, красиво. Будем вставать в темноте. Ужин по расписанию там. Веля кушает в бассейне, чтобы потом не мыть пол. Ищем точку для якоря. Совсем уже стемнело. Мы переночевали, останавливались здесь в местечке Ла Эрадура. Ну и вот теперь сейчас готовимся идти дальше. Место красивое. Такой пляж, горы. И вот такая гора нас закрывает от основных волн. Вчера я сюда ночью уже в темное время суток прятался. Думал, что полностью будем закрыты. Но нет, мы не полностью закрыты. Вот какая-то волна, короче, с юга идет. Свел.
А непонятно откуда она. Когда мы шли, она была незаметная, в прогнозе ее тоже нет. Но она такая ненавязчивая. Идет себе, идет, небольшая, но вот так вот раскачивает постоянно. Так что так мы и спали. Жалко, здесь нет таких прям закрытых всяких мест. В океане даже были якорные стоянки всякие, где закрылся полностью от всего. Стоишь хорошо, приятно. Ну, ладно. Постояли, поспали и сейчас идем дальше. Сейчас через несколько дней уже будет зима. То есть это конец у нас весны. Уже холодно, да. Видите, я уже даже не в шортах сейчас. В данный момент, потому что нужно подогреться после ночи. Ночью бывает уже и 9 градусов, но, к счастью, у нас здесь не было 9 градусов, было 12 градусов, но все равно мы вот включали батареи, электробатареи. Если включить все 3 электробатареи, мы высадим просто за часов 7 все аккумуляторы наши, что не очень хорошо. Но мы вроде как экономили в это, и у нас осталось 73% аккумуляторов лития. Может, можно было бы оставить, и чтобы все 3 батареи работали всю ночь, но мне было немножко страшновато, потому что я не хотел проснуться с пустой батареей. И потом у нас здесь 50 метров цепи в воде, пришлось бы ее вручную бы доставать. Ну и сами понимаете, как бы тогда бы все приборы отключились бы, мы бы стояли бы здесь, ждали бы, пока подзарядили бы аккумуляторы солнцем и мотором. Но сейчас у нас 73% в итоге осталось. Переэкономили, можно было больше. Я рассчитывал, что не меньше 40, чтобы съесть аккумуляторы, но ладно. Покидаем якорное место. Красиво, но не прям так, чтобы спокойно стоялось нам, но лучше, чем 1,5 дня вот в той марине предыдущей Бенальмадена. Там еще круче нас болтало. Вот все выспавшиеся. Вероника здесь за штурвалом. И грот у нас открыт. Сейчас мы повернем, и я его поднастрою, подтяну. А так как у нас зима, вы можете посмотреть, на некоторых верхушках гор уже снег, белые шапочки. На данный момент мы проплываем Мотрил. Мы планировали там остановиться, но так как погода сегодня хорошая, то мы идем дальше настолько, насколько сможем дойти. У нас пока с детьми максимум, был, конечно, 12 часов, но не хочется это повторять, потому что тяжело. Потом несколько дней нужно приходить в себя после перехода такого с детьми и наводить порядок, потому что они разносят всю хату внутри. Их же надо чем-то занимать, но вот они и занимаются тем, чтобы потом все это убирать по местам, что занимает время. Мотрил — отличное место для остановки, но сегодня вот вообще тут такой слабенький ветер, спокойное море. Свел откуда-то вот сбоку приходит, но такой мягкий. Ветер всего 5,5 узлов дует. Мы когда выходили, первый час дуло около 10. Это нам прибавляло где-то полузла скорости с гротом. Сейчас особо ничего не прибавляет, просто как бы для стабильности. И вы скажете, что это такое? Затишье перед бурей? Да, это затишье перед бурей, потому что послезавтра начинается шторм. Здесь, как вы помните, я рассказывал, что на Балеарских островах сейчас шторм идет. Вот. А теперь, получается, будет в этой локации шторм. Там какие-то дни будет дуть 40, какие-то пока по прогнозу даже под 60 узлов. А мы все это будем пережидать. Мы будем где-то неделю, наверное, стоять, смотреть, как будет погода меняться в городе Адра. И там уже будем принимать решение, когда выходить. Надеюсь, что 60 узлов не будет. У нас Бимини довольно-таки уже уставший от ультрафиолета. Нитки тут все рвутся.
Швы надо перешивать все. Не хотелось бы, чтобы его растрепало, потому что перешиванием заниматься на данный момент не очень хочется. Ну, а раз сегодня погода такая, то, какой мотрил, мы идем дальше, в Адра, потому что наш радиус хода с детьми на данный момент позволяет дойти до Адра. Так как погода сегодня лайтовенькая такая, приятная, я здесь рыбачу. На ходу мы еще ничего не поймали ни разу, но когда-нибудь это должно произойти. Так что я вот тут закинул, поменял приманку. Вот эта приманка не понравилась, никто на нее не клюнул. Ну, я не знаю, сейчас повесил другую, буду менять время от времени. Хрен знает, что им нужно, какая. Я бы вот эту, например, если был бы рыбой, точно съел бы. Но им не понравилось. Хотя вроде здесь рыбы должно быть немерено. Подходим уже к Адра. Он там как раз виден. Осталось где-то 1,5 часа. Я снял грот, потому что ветер совсем затих. Ну а волнение есть, как вы видите, качает лодку. Какой-то свел с юга. Осталось чуть-чуть, сейчас дотянем и будем там стоять тогда, отдыхать. Подплывая к Адре, попали в встречное течение. Сразу же съелся один узел, и теперь мы уже приходим позже, чем планировали. Ну, где-то выиграли, где-то проиграли. Вода бурлит. Так течения тут какие-то. Пока не очень приятно в Средиземке, потому что вот эти течения, это почти как и в речке. Нам речки, в принципе, заходить в речки не очень нравится, потому что там то течение в одну сторону, то в другую. Ну и здесь вот еще из-за пролива Гибралтарского так чувствуется, что меняется то в одну сторону, то в другую. А большую часть перехода мы шли, нам было попутное течение, шли хорошо, быстро. Ну а теперь течение встречное забирает все то, что мы выиграли, обратно. Солнце опять заходит уже, и у нас будет полчаса приблизительно на швартовку до момента, как стемнеет. Посмотрите, какая у нас береговая линия. Горы, горы, горы и небольшие городки. В этот раз мы останавливаемся в рыбацкой деревушке. Это не какой-то там туристический городок, поэтому он будет такой более, скажем так, испанский. Посмотрим, как там местные жители живут. Нам, как правило, нравятся такие городки, потому что там нет никакого пафоса, люди все добрые, никто не пытается вас обмануть, что ценно в наше время. Ну что ж, зашвартовались мы вчера в марине Адра. Марина в небольшом рыбацком городке. Изначально мы встали сюда вот лагом, потому что нам понравилось вот это место, где мы сейчас стоим. Здесь боковой понтон есть. А вот только кто с краю стоит, у него есть боковой понтон. А остальные все вот в средиземноморском стиле стоят, то есть надо по трапу спускаться. А нам удобно здесь, вот отсюда можно просто взять, например, вылезти, коляску забрал, поставил сюда, потом обратно также сложил. Так как мы собираемся неделю стоять, для нас это было важно. И когда мы пришли, уже стемнело, я поэтому не снимал. Здесь было течение, сейчас оно тоже есть, но течение было сильнее. И видите, оно идет вот так вот. От пирса туда, А здесь лагом стояла еще одна лодка. И я 3 раза пробовал швартоваться кормой. Я вот заходил отсюда, потом по течению сюда поворачивал корму, и потом сворачивал сюда к понтону. И не получилось, зашвартоваться, потому что
очень ограниченное время. Один раз только можно кормой подойти, вот так вот задом встать, и потом идут уже секунды, когда лодку будет от этого понтона отодвигать течением и ветром. А Вероника, не успевала, спрыгнуть, и мне пришлось делать 3 захода, то есть я вставал, лодку сносило, я уходил туда, потом оттуда еще раз пробовал, вставал, подрулька очень тяжело реагировала, чтобы прижать нос, и Вероника могла спрыгнуть. Время шло, Вероника думала, и лодку опять уносила. Не была уверена спрыгнуть. В принципе, это хорошо, потому что, не уверен, не прыгай тогда, ладно. Я 3 попытки сделал, и в итоге выплыл назад и встал здесь лагом. А потом пошел делать чек-ин, попросил, можем ли мы здесь стоять. Нам сказали, что это место нельзя занимать, потому что полиция просит, чтобы оно было свободно. Это, видимо, место для каких-то аварийных швартовок. И что нас отругает полиция, бла-бла-бла. Вот. На что я сказал, что, так как стемнело уже, темно, говорю, можно завтра тогда? Мы сегодня постоим, а завтра поменяемся. А у испанцев слово «маньяна» — это такое волшебное слово. И маринер сказал: да, конечно, без проблем. Я тогда скажу просто, что вы сломались и встали здесь лагом. А завтра перешвартуетесь с утра. Я такой: отлично, хорошо, договорились. Вот. А потом, пока мы детей уложили спать и готовили ужин, я вышел на улицу и смотрю, такая погода прямо стильная, ни ветра, ни течения. И договорился тут с соседями, которые стояли, чтобы с утра не перешвартовываться. Мы просто взяли веревками и вот так вот передвинули лодку сюда, не заводя мотор. Ни один ребенок не проснулся, цель была выполнена. И сегодня не нужно было рано утром вставать, чтобы перешвартовываться, что большой плюс. Сейчас я хочу, знаете, что сделать? Посмотрите, какой здесь понтон, весь обосранный, птицами. И это очень плохо, потому что, смотрите, это остается на ногах. И здесь все пачкается, даже уже грязный весь коврик. И туда заходишь дальше, там тоже все пачкается. И мне это не нравится. А так как мы здесь неделю будем стоять, то хочется навести порядок. И я сейчас хочу к кярхерам эту всю нашу зону, где мы ходим, отмыть, чтобы мы заходили с чистыми ногами. Такая у меня задача. Кярхер я уже достал, не буду снимать сейчас, как это буду делать. Но хочу все это смыть нафиг. Получилось таким образом. Теперь можно проходить не по говну птичьему. Отмыл я снова коврик, эту часть лодки и понтон. Видите, дальше я не стал мыть, потому что ветер на лодку дует, и я не хочу, чтобы это говно летело на нашу лодку. Но заход теперь здесь у нас чистый, как вы видите. Пришли, зашли на лодку без всякого там говна. Вот так я тут промыл все. Теперь можно жить здесь целую неделю, наслаждаясь. Красота. Все, я закончил. Теперь идем гулять по городу Адра. Посмотрите, какие горы, какой ландшафт. Это небольшая деревушка рыбацкая. Цена марины стоит для нашей лодки 18 евро 33 цента. Поэтому цена нам нравится. Но, конечно, здесь дофига пластика. Меньше, чем в Барбате. Это, видите, это от рыбаков. То есть рыбаки так мусорят. Видно, что эти ящики из пенопласта использовались под рыбу. И каким-то образом их сдуло. И они попали в воду. Пакеты, бутылки, Будьте бережными к природе, тогда можно будет везде наслаждаться красивыми видами, а не плавающим мусором.
нас сегодня 1 декабря. И этот год мы будем провожать, наконец-таки, с адвент-календарями. У Вовы вот такой вот. Ему вообще пофиг, честно. Но мне интересно. А здесь у меня косметический. Но мне Вовин больше интересен. Давайте. Цифра 1. Сегодня 1 декабря. Удочка. Удочка, серьезно? Ну, логично было бы. Да? Да. Опа. Опа. А, это подпорки под удочку. А вон тут у нас гномики тоже ходят. Детям гномики ходят тоже. Угу. Ну, вот так вот в землю втыкается и как бы подпирается удочка. В землю? Да. Придется еще, короче, земли сюда натаскать на яхту. Понятно. Такая вот штука. Понятно. Угу. Так, ну давай мы посмотрим тогда тоже, раз уж тогда такая пьянка пошла. О, так. Ну, этот вам будет не интересен, потому что такой девчачий. А где тут цифра 1, кстати? 1. А где цифра 1? А вот она. Вот цифра 1. Ура! 1. Кремик. Кремик. Ты доволен? Очень буду втыкать в землю эту, чтобы подпереть удочку. Спиннинг, например. Ну что ж, завтра мы собираемся уже покидать город Адра. Это такой небольшой, не туристический городочек, где живут обычные испанцы. Здесь нет каких-то тусовок. Марина очень хорошо защищена. Был шторм, мы его пережидали, и здесь было комфортно. Как вы видите, мы урвали такое вот место рядом с боковым понтоном. Крайне, ну вот стоим примерно как вот этот тоже сосед, только получается кормой. Привязаны в нескольких точках, и также у нас есть мурин, который нас держит. Место хорошее, защищенное, тут вообще ничего не чувствовалось, и нам удобно то, что мы можем сходить сбоку, так как коляска такая большая, и нам ее удобнее перекидывать. Вот. Единственный минус этой марины в том, что мусора, конечно, много плавает в воде, и здесь, опять же, как вот, например, были в Барбате кошки бездомные, они обоссали в итоге нам тоже лодку. Ну, не так сильно, как в Барбате, но все-таки они это сделали и здесь. Никто за этим не следит в марине. Там буквально дырка в заборе, ее можно закрыть, и они не будут сюда заходить. Но никому это не нужно делать. Это, конечно, проблема, потому что запах потом вывести этот очень тяжело. И вот, например, я тут накупил разные вещи. Это цитрусовый такой вот спрей, масло. В китайском магазине купил. Также есть эвкалиптовое масло. Я тут намешал его как его называют? Эдикас, как называется? Уксус. Я это все намешал с уксусом, добавил воды, и мы стали распылять, чтобы они сюда в кокпит не залазили и не ссали нам здесь. Также вот такой вот удалитель одора, запаха купил я, чтобы брызгать места, если вдруг там уже они что-то сделали нехорошее. В общем, запах-то, конечно, тяжело убирается от кошек. Это одна проблема. Ладно, от него можно избавиться со временем, конечно, не сразу. И его больше не будет. Но самая большая проблема, помните, я положил здесь софт-дек новый вместо тика. Мягенький, такой хороший. И кошки его испортили. Как вы видите, он нравится кошкам, потому что им нравится точить об софт-дек ногти. И это уже никак не починить. То есть мне нужно тогда, получается, снимать целый кусок и приклеивать новый. Но
Сейчас я это уже делать не буду, потому что я буквально месяца 4 назад это все приклеил. И опять этим заниматься не хочется. Тогда, может быть, переклею кусок летом или оставлю так, я не знаю. Пока не напрягает, но, конечно, обидно то, что софтдек был полностью новым, и теперь вот он поврежден когтями кошек. Выходим на последнюю прогулочку по этому городу. Адра, Марина Адра. Хорошо провели здесь время, здесь можно отдохнуть от всякой суеты туристических городов. Марина для нашей лодки стоила 18 евро, что-то там 23 цента в сутки. И отлично она закрыта от штормов, от волн, прям со всех сторон, потому что здесь еще рыбацкий порт. И как бы важно, чтобы здесь все было закрыто от штормов. Но есть как проблема, конечно, вот видите, здесь пластик плавает в воде. Всякие какие-то мешки, ящики из пенопласта, ну и так далее. Если мы выходим из Марины, с правой стороны у нас там будет пляж, а с левой вот горы. Ландшафт красивый. Но жить, наверное, здесь долго тяжело, потому что... Что тут делать? Ну и вот, как видите, каждый день приносит какой-то пластик и мусор. Особенно в этот угол. Он здесь собирается, я не знаю, потом кто-то собирает или нет, или это просто все тонет, или уплывает потом с отливом. Я точно не знаю, но загрязнение имеет место быть. Ну и вот они, эти кошки. Знакомьтесь. Кто-то из них насал нам на лодку. Заходят они на понтон через дырку, там специально оставленная. Здесь все их подкармливают. У них тарелочки тут свои стоят. Здесь такой вот ресторанчик прямо с Мариной. Но он весь тоже обоссан. Здесь пахнет кошатиной. Мы бы не хотели бы здесь сидеть и перекусывать что-то на самом деле, потому что нам и на своей лодке уже достаточно там всего. Мы сейчас идем к маринеру, я к нему заходил и спрашивал, куда деть масло использованное, так как я сделал здесь обслуживание мотора, менял фильтры топливные, потому что было ощущение, что они подзабились, тем более, что у нас после Сейшала завелись водоросли в баке, и я добавлял специальную добавку, чтобы избавиться от них. И фильтры так знатненько забились. Это чувствовалось по звуку работы мотора, и тяжелее уже стал заводиться он, потому что надо прососать это топливо через все шланги, а фильтры забиты. Ну и вот я сразу решил тут и масло, все поменять, и масляный фильтр, и импеллер. Но если делать, так все сразу. Хотя по часам еще не был срок обслуживания. Но я решил это сделать досрочно, просто для того, чтобы мотору было легче. Кстати, в этой марине нет места, где можно утилизировать отходы масла и все вот с этим связанные вещи. Но маринеры с любезностью согласились взять себе эту банку, а потом отвезти в рыбацкий порт и там утилизировать это. Надеюсь, они так и сделают. Ну, там точно есть место, куда сливать масло, потому что там много разных рыбацких судов. Город Адра не только занимается рыболовством, потому что там рыбацкий порт находится, но вот и здесь есть, например, вы можете посмотреть фермы овощей. Если посмотреть на Google Maps, то вокруг города прям везде теплицы, выращивают разные овощи, там вон перчики красные, зеленые, желтые. Такой у нас сегодня закат. День подходит к концу. И завтра мы покидаем Адра. Так что всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Показывайте какую-то активность. Телеграм-канал.
YouTube и так далее. До встречи в следующих выпусках. Помахайте ручкой. Витя, помаши ручкой в камеру. Все, пока.